Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. А сегодня поговорим об идеальности и неидеальности через обращение к таким категориям, как симметрия и асимметрия. Итак, симметрия хороша для поддержания баланса, потому что она создает структуру и опору, вот как сваи в здании. Тогда как асимметрия, то есть отсутствие правильных идентичных форм, позволяет расширять и исследовать пространство. Это гибкая опора, позволяет задаваться новыми вопросами, критично смотреть на себя и все вокруг. То есть асимметрия лежит в основе творчества и созидания. Многие люди, да думаю даже большинство, не понимают потенциала асимметрии, игнорируют его, стремятся от асимметрии избавиться, стремясь как раз к симметрии, к так называемой идеальности, одинаковости, вот всеми силами. А поэтому в этом процессе и в его результате много упускают и много страдают. В психологической работе есть способы не только прекратить гонку за идеальностью и забыть о ней навсегда, но и получить удивительные по качеству и наполненности результаты, как раз через опыт и навык использования асимметрии в исследовании и расширении себя и своего пространства. Одним из главных образцов и проводников очевидности отсутствия идеальности и ее необходимости является природное пространство. Если взглянуть на него из окна или прогуляться по нему, станет очевидно, что в природе в принципе нет симметрии, одинаковости, идеальности. Стоит лишь взглянуть на то, как выглядят, к примеру, деревья, поле или река. Да, с точки зрения романтичности и вот культуры восприятия мы можем оценить то, что увидим, как идеальную картинку. Но в том-то и дело, что картинка идеальна, а если подойти ближе, окажется, что эта идеальная картинка сплошь состоит из асимметричных форм, потому что природа основана на спонтанности, на адаптации, в конечном итоге на асимметрии. Именно это и позволяет природе быть бесконечно разнообразной. А когда человек вместо опоры на исследовательский потенциал асимметрии стремится к идеалу, к застывшей симметрии, когда все ровно так, как должно быть, тогда возникает скованность, возникают страдания. Почему? Потому что никакой симметрии и идеальности, не то чтобы не существует как таковых, но они недостижимы и являются скорее идеями. А если и достижимы, то становятся некой мертвой формой, из которой уже не сделать шага ни вперед, ни назад, ни вбок, вообще никуда. Симметрия, то есть идеал, это точка, финальная точка, после которой уже ничего не предполагается. Если человек обнаруживает себя в этой точке, это означает, что он прекратил движение и замер. Значит, он уже ничего больше не сделает. А как известно, отсутствие прогресса – это деградация. И если же человек все же начинает действовать, то он тут же утратит свою симметрию, вот эту свою идеальность. В качестве вывода скажу следующее. Разумеется, встает вопрос о том, зачем все это нужно, асимметрия или поиск симметрии. И если говорить о психологическом здоровье, то ответ достаточно прост. Жизнь – это процесс адаптации. Он не прекращается с первого до последнего дня. Поэтому здоровье для человека – это путь асимметрии, путь исследования и расширения своего пространства, внутреннего и внешнего, тогда как симметрия и идеальность означают остановку и снижение адаптивных возможностей, что, учитывая непредсказуемость и безостановочность событий жизни, является фактором риска. Если хотите узнать, как пользоваться потенциалом асимметрии, в чем он состоит в рамках именно вашей жизни, обращайтесь. И на этом будем сегодняшний разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне. А я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!